Приветствую вас, друзья! Огромное вам спасибо за активность и поддержку. В районе поселка Лазурное, вблизи Алушты, 29 июня вспыхнул крупный ландшафтный пожар, охвативший сухую растительность. Изначально площадь возгорания составляла 1 гектар, но из-за порывистого ветра скоростью до 12 метров в секунду и сложного скального рельефа она увеличилась до 5 гектаров. Тушение осложнялось труднодоступной местностью, а огонь распространялся вверх по склону. Сначала был направлен отряд из 150 спасателей, но вскоре группировку пришлось увеличить до 307 пожарных из Бахчисарая, Белогорска, Алушты, Судака и Симферополя. К тушению привлекли 51 единицу техники, включая 2 вертолета Ми-8 МЧС. Вертолеты совершили 30 сбросов воды общим объемом 111 тонн, это помогло сдержать распространение огня. К вечеру 29 июня на месте пожара был развернут оперативный штаб, периметр возгорания разделен на 4 боевых участка для эффективной борьбы с огнем. С наступлением темноты авиация прекратила работу, но наземные группы продолжили тушение. По словам министра чрезвычайных ситуаций Крыма Алексея Еременко, к утру 30 июня пожар удалось локализовать. Распространение огня остановлено, площадь возгорания осталась на уровне 5 гектаров. Наблюдаются лишь отдельные очаги тления, которые планируется ликвидировать в течение дня. Угрозы населенным пунктам нет, эвакуация жителей не проводилась. Прокуратура Республики Крым взяла ситуацию под контроль, следя за ходом тушения и расследованием причин пожара. По предварительным данным, возгорание могло быть вызвано неосторожным обращением с огнем, в частности, приготовлением шашлыков вблизи домов. Точные обстоятельства установят эксперты-дознаватели МЧС. Вечером 29 июня на село Окино-Ключи в Бичурском районе Республики Бурятия обрушилась сильная непогода. Грозовой фронт принес ливневые дожди и мощные порывы ветра, достигавшие до 12-15 метров в секунду. Шквал повалил деревья, повредил линии электропередач и крыши нескольких домов. Местные власти Бичурского района оперативно организовали работу по ликвидации последствий. К месту происшествия были направлены бригады энергетиков для восстановления линий электропередач. Сотрудники МЧС и коммунальных служб приступили к расчистке дорог от упавших деревьев и оценке ущерба. О пострадавших не сообщается. — 29 июня жители и отдыхающие в станице Благовещенская Краснодарского края стали свидетелями смерча, образовавшегося над акваторией Черного моря. По сообщениям очевидцев, смерч появился около 17 часов. Вихрь сформировался над водой, недалеко от Бугасской косы. В первые минуты воронка усиливалась, но вскоре начала терять силу и рассеялась в море. Несмотря на устрашающий вид, смерч так и не вышел на берег и не привел к разрушениям. Вечером 29 июня Минск и Минскую область накрыл сильный ветер, достигавший скорости 15-20 метров в секунду. По информации пресс-службы МЧС Беларуси в Минской области зафиксировано 5 случаев падения деревьев в Дзержинском, Минском и Солигорском районах. В агрогородке Ждановичи одно из упавших деревьев повредило легковой автомобиль, припаркованный на улице. В самом Минске спасатели выезжали на 5 вызовов, связанных с распиловкой деревьев, упавших в разных частях города. К счастью, разгул стихии обошелся без жертв и пострадавших. Спасатели продолжают работы по устранению последствий и призывают жителей соблюдать меры безопасности в условиях штормового предупреждения.
Утром 29 июня в 9 часов 5 минут по местному времени на Гавайях начался 27-й эпизод извержения вулкана Килауэа в кратере Халимаумау, входящем в кальдеру Калуапели. Предварительные признаки активности вулкана с эпизодическими выбросами лавы наблюдались еще с утра 28 июня, сигнализирующие о скором начале полноценного извержения. По данным Гавайской вулканической обсерватории, в результате извержения высота фонтанов лавы достигла около 150 метров, в дальнейшем ожидалось их усиление. Потоки лавы, питаемые этими фонтанами, покрыли часть дна кратера. Килауэа находится в фазе повышенной активности с декабря 2024 года, когда началась серия эпизодических извержений в кратере Халимаумау. С тех пор вулкан извергается почти еженедельно, демонстрируя фонтаны лавы высотой иногда до 350 метров, как было в мае этого года. Вечером 28 июня около 19 часов по местному времени в районе города Гэри, в штате Южная Дакота, был замечен торнадо. Очевидцы описали вихрь как «танцующий» из-за его необычного змеевидного движения. По данным СМИ, торнадо прошел через район Гэри и задел несколько домов. По крайней мере, один дом получил повреждения. Один человек получил травмы, но его жизни ничего не угрожает. Точные данные о масштабе разрушений пока не обнародованы, но, судя по сообщениям, значительного ущерба инфраструктуре удалось избежать. Oh my God! No! Oh no! No! Guys! There's people behind us. Guys! Tree! Guys! Avoid it! Oh my God! Oh, this is bad, guys. That's Ethan, I think. В турецкой провинции Измир 29 июня вспыхнул масштабный лесной пожар, начавшийся в лесной зоне между районами Мендерес и Сефери-Хисар. Пожар начался около 13 часов по местному времени и стремительно распространился из-за сильного ветра, достигавшего скорости от 70 до 117 км в час. К вечеру пламя перекинулось на жилые кварталы в Сефери-Хисаре. По данным СМИ, огонь нес угрозу также промышленным объектам. В результате распространения огня власти эвакуировали 455 семей из зоны риска, преимущественно из поселений в Мендересе и Сефери-Хисаре. Некоторые местные жители, не желая оставлять имущество, пытались самостоятельно бороться с огнем, используя подручные средства, включая бутылки с водой. Эти отчаянные усилия, однако, не смогли существенно повлиять на ситуацию из-за масштаба пожара и сильного ветра. Из-за экстремальных погодных условий, включая сильный ветер, большая часть воздушной техники, такой как вертолеты, не могла быть задействована. К тушению привлекли более 600 пожарных, 57 единиц автомобильной техники и 8 самолетов. По предварительным данным, пострадавших нет, но огонь повредил несколько домов в зоне пожара. Причина пожара пока не установлена, однако власти рассматривают версию человеческого фактора. Забайкальский край остается эпицентром природных пожаров в России.
По данным авиалесохраны, на территории страны действует 121 лесной пожар на площади 325 тысяч гектаров, из которых 252 тысячи гектаров в Забайкалье. В районе Зыково-Читинского района пожарные предотвратили распространение крупного лесного пожара площадью около 2000 гектаров на 3 дачных кооператива и психоневрологический диспансер. Пожар в районе Зыкова начался несколько дней назад и охватил более 1000 гектаров леса, приблизившись к пригороду Читы. Ситуация осложнялась сильным ветром и засухой, которые способствовали быстрому распространению верхового пожара. К утру 29 июня волонтеры и сотрудники МЧС, работавшие совместно с лесными пожарными, смогли отбить пламя от дачного кооператива «Мостовик» и других близлежащих объектов, включая психоневрологический диспансер. Сегодня площадь пожара достигает почти 2000 гектаров, но активные меры по тушению и созданию минерализованных полос позволили остановить его продвижение. На данный момент огонь локализован, а угроза селу Зыково и близлежащим объектам отсутствует. Усилия спасателей, волонтеров и авиации позволили локализовать огонь, несмотря на сложные погодные условия и сильный ветер. Мощный ливень, сопровождаемый градом, обрушился на город Толука в мексиканском штате Мехико, вызвав наводнение в некоторых частях города. По данным метеорологов, за короткий промежуток времени выпало значительное количество осадков. Район Пасиа-Колон, известный своими оживленными улицами и коммерческими зонами, оказался среди наиболее пострадавших. Ливневая канализация не справилась с объемом воды, улицы превратились в бурные потоки, а низменные участки, такие как пересечение Пасиа-Колон с соседними магистралями, были полностью затоплены. Некоторые здания в районе получили повреждения из-за града, побило стекла и крыши. Наводнение в Пасиа-Колон временно нарушило движение транспорта, некоторые магазины и офисы в районе были вынуждены приостановить работу. Все коммунальные службы города были в экстренном режиме переведены в аварийный режим работы. В пострадавших районах проведена эвакуация населения и задействованы насосы для откачки воды. Lo alcancé a pasar y estoy allá. El de allá, mira el rojo. El azul. El rojo. No te pases, el rojo está súper mega. Тем временем в окрестностях Сан-Матео-Айкак, в муниципалитете Типетитла-де-Лардисабаль, в штате Тласкала, был замечен небольшой торнадо. Примечательно, что он образовался в районе сельскохозяйственных полей на высоте 2231 метра над уровнем моря. Вихрь двигался через поле и пересек границу с соседним штатом Пуэбло, достигнув общины Сан-Балтасар-Тимоксалак. К счастью, он не достиг значительной силы и быстро рассеялся, не вызвав масштабных разрушений. Вечером 28 июня в районе Барета, к востоку от муниципалитета Пенсильвания, в колумбийском департаменте Кальдас, произошел оползень, который частично перекрыл местный ручей. По предварительным данным, причиной схода грунта стали сильные дожди, характерные для региона в сезон дождей. Обильные осадки, зафиксированные в Кальдасе в конце июня, насытили почву, что спровоцировало движение земли и камней, частично перекрывших русло ручья. Перекрытие ручья вызвало временное скопление воды, создав риск локального потопления в низинных участках Барета.
Оползень также затронул сельскохозяйственные угодья, повредив посевы кофе. Точные масштабы ущерба пока оцениваются, но предварительно обошлось без пострадавших. Муниципальные власти Пенсильвании совместно с Управлением по управлению рисками и бедствиями Кальдаса направили бригады для оценки ситуации и расчистки русла ручья. Сильные наводнения и оползни прошли в Афганистане в ночь с 28 на 29 июня в результате продолжительных ливней, которые привели к разливу рек и сходу грунта в гористых районах провинций Лагар и Майдан-Вардак, расположенных к югу и западу от Кабула. В Лагаре погиб один взрослый и один ребенок, а в Майдан-Вардаке жертвами стали 2 детей. Среди пострадавших около 2000 семей, чьи дома были разрушены или повреждены потоками воды и грязевыми массами. Значительный ущерб нанесен сельскохозяйственным угодьям. Министерство по чрезвычайным ситуациям Афганистана и местные власти мобилизовали спасательные команды, включая военных и волонтеров, для оказания помощи пострадавшим. Вертолеты используются для доставки гуманитарной помощи и эвакуации жителей из зон, отрезанных наводнением. В безопасных местах организованы временные укрытия для семей, лишившихся жилья.